Итак, всем привет. Я не знаю, назовем это видео, наверное, субботняя шабашка. Вот. Потому как у нас сегодня будет Honda Accord. Ей, по-моему, около 10 лет. И мы будем с вами делать бампер передний. Как вы можете видеть, ему уже немного поплохело со временем. То есть это в основном, знаете, хайвей. Вот. И камни летят, все летит. И, соответственно, все это дело у нас облучивается. Также у нас фары, попробуем их полирнуть. Полирнуть-то мы их попробуем убрать. Или хотя бы привести их в более лучший вид, более лучшее состояние. Вот. По деньгам, сколько это будет стоить, сколько мы заработаем, я вам скажу, скорее всего, в конце видео, потому что я сам на данный момент не знаю. Почему не знаю? Потому как цена была одна за бампер, но так как клиенты приехали и начали рассказывать то, что давай, может быть, сделаем еще чуть-чуть тут, чуть-чуть там, сказали, добавляй все в сумму, и тогда уже по концовке, когда ты все сделаешь, скажешь нам сумму, и мы тогда уже заплатим. Поэтому на данный момент я сам не знаю, что мы будем конкретно здесь делать, потому как здесь, бампер, фары, это понятно. То есть полировка фар, это уже было дополнительно. Еще есть по машине всякие мелкие сколы, полоски, вот такие вот вещи. Мы их, скорее всего, убирать не будем, потому как мы не будем прям подготавливать всю машину полностью, или красить, или локально как-то подготавливать. То есть у нас самая главная задача — это передний бампер и фары. А здесь просто посмотрим, если будут какие-то глубокие царапины, у нас есть оригинальный маркер. Может быть, маркером немножко где-то подмажем, потому как вы видите, вот такие вот вещи, когда ближе подходишь, тут можно увидеть кучу всяких мелких царапин. И вообще, на самом деле, этой машине не помешала бы полная полировка. Также из-за того, что, видите, редко мыли машину, вот всякий какой-то напыл вот остался, я так понимаю, это с деревьев в основном падает, либо, я не знаю, такое ощущение, будто бы кто-то полировал рядом, и вот это вот все нужно отмывать. Но в Канаде особо в этом не парятся. Ездят, если машина ездит, так и ездит. Машина была куплена с салона 10 лет назад. Пробег на данный момент там 240 тысяч, как сказал владелец. Никаких проблем нет с автомобилем, то есть ездит, все нормально, просто меняем масло. Тут тоже хороший, аккордик хорошенький, конечно. Хорошенькая машинка. Где у нас ключи? Ключи у нас в кармане. Такой вот циферблатик у нас, тут мониторчик есть, задняя камера, естественно, есть все тут, подогревы и так далее и тому подобное. 242, 245 почти тысяч, 243 тысячи. Вот, в общем, такая машинка. Внутри мы ничего не делаем, как вы видите, все засрано жестко. Это типичное, знаете, типичное отношение канадцев или американцев к автомобилю. Вот, оно в основном все. В основном все вот в таком состоянии грязном и не ряшливом, никто за этим не следит. Вот, поэтому погнали, сюжет, будем работать, будем сейчас снимать бампер, будем полировать фары, по кузову посмотрим. И посмотрите, как это будем делать, погнали. Сережка уже готов, погнали. Так, ну а мы что? Мы выехали за краской. Как вы видели, сняли мы бампер. Серега остался доразбирать бампер, отделять его от этих вот мелких еще там каких-то заглушечек, вставочек. Вот, а я выехал за краской. Поедем подбирать краску. По коду я посмотрел, вроде как у Honda был только один лишь черный цвет. Поэтому надеюсь, что они в магазине не налажают и сольют нормальный цвет краски. В основном сливают плохо, делают подбор краски очень хреново. Почему? Потому что в основном здесь нет специализированного магазина в нашем городе, который занимается чисто подбором краски и продажей краски. То есть это мы сливаем именно просто в автомобильном магазине. То есть они в основном запчасти продают и так далее. Соответственно, там люди не особо квалифицированы в покраске и в подборе и так далее. Поэтому в основном цвет все равно отличается прям такой на оттенки, на сильные. Вот. Но так как у нас черный и, как я уже сказал,
Он вроде бы как один, а надеюсь, они не налажают. Вот, по цене я вам покажу, расскажу. То есть предварительно, я надеюсь, там в районе $60 у нас уйдет на краску, $60 на лак. Грунт у нас есть. $60 это 200 грамм примерно будет. Так, видели, что Серега увидел, что бампер треснул. Отпаиваем. Будет нормально. Правильно. В общем, первая фара у нас готова. Нормально получилось. Даже, я бы сказал, отлично. Вот. Естественно, на фаре есть большие, ну, так сказать, знаете, кратеры и уже сколы и так далее. Но, в принципе, со стороны, я не знаю, полметра, метр вообще результат, так сказать, ошеломляющий, я бы даже сказал. Вот, то есть очень хороший результат. Сейчас будем делать вот эту. Можете видеть, какая она есть. Но это, естественно, после того, как она пошлифована. Но она все равно вот такой вот примерно и была, мутновато-желтовато. То есть, если мы видим вот лево, и вот мы смотрим на правую, то есть разница. Так, у нас конечный результат. Пополировались, смотрится, ну, просто отлично. Было и стало. Это, ну, как будто бы новый, ну, вот серьезно. Вот, я сейчас сюда вставлю вам фотографии до и после. Вот, на фотографиях лучше виден этот контраст, потому как когда ты уже показал до, а потом через какое-то время, я сам знаю, когда ты в видео смотришь, в роликах, как сделали же после, уже кажется, как будто бы она такой и была. Вот, но на самом деле отличие, как вы видели сами, ну, вообще просто колоссальное. Все, на данный момент Серега сейчас делает этот грунт, мешает, и будем загонять в камеру, точнее загонять, хотел сказать. Будем заносить бампер в камеру, но у нас тут машина стоит, ее нужно будет сейчас выгнать сюда, и потом уже занесем бампер. Вот, Ниссанчик 350 ZX. Я, кстати, по-моему, показывал вам его, ну, в предыдущих, скорее всего, видео, или вы еще и не видели его, как он был до этого. В общем, сейчас уже покрашен. Очень прикольная машина. Вот. Она из 90-х. Выглядит просто пушечно. Вот у нее вот такие крыши, вот эти вот съемные панели, то есть она снимается, и у тебя получается, ну, как открытый капот. Ой, боже мой, крыша открытая получается. Вот она здесь на таких вот защелках. Посмотрите, как у меня салончик выглядит. Климат-контроль, кстати, электронный.
Вот этот. Сейчас я широкоформатную бум сделал. Вот. Вообще, ну просто как шаттл. Вот мне нравится дизайн. Раньше было в 90-х, вы знаете, таких каких-то японцев, когда делали машины. Ну просто, посмотрите, у нас ну реально самолет. Просто вот самолетище. Какие-то такие интересные решения. Не так, как у всех, да, вот сделать фары, перенести сюда выключатель, какие-то вот обогрев, да, подогрев заднего стекла, включение противотумана, круиз-контроль. Здесь у нас то же самое, то есть регулировка, получается, вентиляторной температуры и так далее. То есть, ну вот посмотрите, как все сделано. Салончик велюровый, да, грязный. Кстати, в камере прям настолько видно сильно, вживую не сильно так видно. Нужна химчистка, ну и будет просто огонь. Да, все, сейчас ее выгоняем сюда, заносим бампер и красим бампер. Тут, кстати, стоит V6. А по-моему, они еще шли когда-то V6 на 2 турбинах. Ну, это нереальная вообще пуля просто. Вот, это просто на V6. Так, еще мы сейчас помыли машину для того, чтобы посмотреть более внимательно, скажем так, на повреждения, на всякого рода. Вот, вся машина, как оказалось, этого не сильно было видно, когда она была грязная, но она вся в точечку. То есть, ну, помните, когда я отмечал то, что ее будто бы, знаете, как полировали и паста осталась, только тут такое ощущение, как будто бы красили дом, скорее всего, машина возле дома стояла. И весь опыл сел на машину, то есть это абсолютно везде. Вот на стеклах, сейчас здесь фокусируется. Вот, видите, она везде, 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 везде укрыта. Стекла мы протерли, на стеклах нету этого, мы поубирали. Вот, а машина вся, видите, тут сейчас вот хорошо видно, она вся в точку. Вот, ну в общем, суть до дела, это мы убирать вряд ли будем. Здесь еще вот такие вот моменты какие-то. Я не знаю, похоже на какие-то харчки вообще. Кто-то плевал на нее. И они остались какие-то термоядерные, ядовитые. Вот такие вот царапины. Здесь царапины. Короче, она по кругу вся царапинная. Вот такие вот. Вот на крышке багажника видно хорошо. Вот здесь бампер поцарапан. Тут ну, видно, что ложили бампер. Ой, багажник точнее. То есть, что у нас здесь? По этой стороне у нас тоже царапина. Раз. Тут куча царапин мелких вот таких вот. Тут вся бочина царапина. Тут от ногтей. Вот здесь вообще жесткая такая царапина. Видно. В общем, да, она по кругу царапинная. Вот. И я не думаю, что мы будем с этим что делать. И они захотят это делать, потому что это надо полировать, скорее всего, всю машину. И вряд ли у них будет желание, скажем так, это восстановить, потому как они сказали, мы хотим привести немножко в порядок, но не слишком там сильно, знаете, вдаваться в это вот прям. В общем, не тратить много денег, просто ездить на работу и с работы. То есть это их daily driving машина, то есть они каждый день ее используют. Поэтому уберем, скорее всего, какие-то слишком явные, вот допустим, как вот это. И еще там пару было царапин и все. То есть на этом наша работа будет закончена. Вот. А мы почему вообще торчим и ничего не делаем вот сейчас? Почему у нас так много времени, что мы решили машину помыть, на самом деле, хотя не планировали.
Мы все до сих пор ждем краску, пока замешает. Я был в магазине во сколько? Где-то в 11 утра. Сейчас у нас около уже 5 вечера. Они до сих пор ее мешают. Я звонил им, они говорят, да, мы мешаем до сих пор. Вот, получается, ждем. Скорее всего, что мы будем уже цветом красить завтра. На самом деле пересрала всю работу нам весь день. Потому что, я бы уже в обед краску бы забрал, мы бы уже хотя бы один слой серы бы положил. Там туда-сюда, к вечеру бампер был бы готов. Ну а так сейчас от безделия серый взял маркер и будет наводить движуху. Вот. Поэтому как-то так. Ждем краску, забираем и будем красить. Надеюсь, скоро будет у нас. Так, что мы имеем? Там у нас за окном происходят какие-то движения. Нам привезли этот контейнер морской. Ну как, нам. Не нам, а вот рядом. И, как вы видели, все мы поставили назад. Все четко, все отлично, все блестит, все сияет, все супер, в цвет. Сложно сказать, вот надо выезжать на солнце. Ну, я думаю, попали. То есть, типа, если он даже на камере, я смотрю, не отличается. Да, нормально. Черный. Естественно, большая теперь разница. Бампер как новый, а капот, как вы видите, как старый. Вот. То есть он побитый в сколах. Вот это мы его немножко Короче, да, какой есть. То есть не знаю, что они захотят с этим делать. Захотят ли они убирать вот эти вот все моменты по машине, потому что, как вы видите, вот сейчас на камере она смотрится капец как ужасно. То есть ее надо полировать. Скорее всего, я даже на самом деле не знаю, как эту краску убирать. Вы видите, вообще на камере она вся белая, но это просто жесть. Вот, поэтому, естественно, хочется такого результата добиться. Машина на самом деле, да, ей 10 лет, но она еще и будет ездить, и она нормально смотрится, солидно. Вот, и за нее, знаете, не стыдно. Ее надо реально полирнуть. Она заиграет, засияет, и все это станет на свои места, потому что, видите, вот смотрите, как это печально смотрится на самом деле. Вот, вот этого не должно быть на такой машине, я считаю. То есть надо ей немножко подзаняться. Понятное дело, что там надо будет такое же как-то поподкрашивать и потом это уже полировать. Но мы, возможно, этого делать и не будем, потому что мы зависим от клиентов, которые платят нам, естественно, деньги. А денег они нам заплатили, точнее, еще не заплатили, но я им уже огласил список. Так, и самое главное, как я обещал, сказать цену. Сколько это стоило заказчику, сколько заработали мы. Итак, за бампер я сказал $500 будет стоимость. Это уже включая материалы. То есть, естественно, мы не заработали чистыми 500 с бампером. То есть у нас получились материалы на $150. Краска и лак мы покупали, грунт у нас еще был. Вот, соответственно, с бампером мы заработали $350, и за полировку фар я взял $100, там на материалы примерно $15-20 уходит, то есть бумага и полиролька и эти самые пафы. То есть, скажем так, округляем до $450, пускай $400 заняло у нас по факту один день работы, то есть 8 часов. Вот, немного, но плюсом, то есть вы не забывайте, что у нас работало двое, то есть, естественно, заработок делится на двоих, то есть по $200 в день. Вот как бы выходной день мы немножко подзаработали. Вот такая вот машинка получилась. Сейчас буквально уже скоро клиенты приедут и заберут ее. Все, спасибо вам большое за то, что смотрели. Смотрите меня дальше, подписывайтесь на канал. Впереди очень много, я надеюсь, будет интересных машин, которые мы будем делать. За окном у нас вот такая вот красота. Поэтому буду баловать вас видами и автомобилями. Всем спасибо, всем удачи и увидимся в следующем видео. Всем пока.